Всем доброй ночи, друзья мои. Вы прекрасно знаете, что очень многое, если не все, то очень многое в нашей жизни зависит от денег, от финансового благополучия. Мы об этом с вами уже говорили не раз, повторяться не будем. Человек, которому завтра нечем кормить своих детей, навряд ли думает о возвышенном, о культуре, о театре, о кино. И потому сначала человек должен решить свои материальные проблемы и уж потом заниматься своей духовной жизнью и духовным обогащением. Не получается радоваться жизни, когда человеку нечем платить за коммунальные услуги, когда человеку нечем кормить своих детей. И потому все остальное просто меркнет и ни о чем перед потребностью прокормить себя, обеспечить своим детям будущее и прочее. Многие сейчас занимаются торговлей или предоставляют услуги, что в принципе то же самое. Работают на себя или работают не на себя, но на проценты, то есть от продаж зависит их процент, их зарплата. И потому эти люди заинтересованы, чтобы продавалось много, чтобы они могли достойно жить. Но бывают моменты, когда просто человека не замечают. Вот проходят мимо его товара, идут, берут хуже, а его не замечают, как бы он ни старался, как бы он не пытался там какие-то скидки делать и прочее, прочее. Не видят насквозь. Может, этого человека сглазили, может, это место не очень удачное. Может, сам человек чем-то отталкивает, сам не понимает этого. Причин может быть очень много. А еще, может быть, его торговую удачу забрали. Начитал кто-то, забрал эту удачу, вот теперь у него покупают, а у этого человека нет. Как вернуть торговую удачу? Хочу вам сказать, что невзирая на то, что это для торговцев, для людей, которые продают и покупают, это может подойти любому человеку, который занимается своим делом. Даже тому человеку, который работает на зарплату. Ему внезапно из ниоткуда дадут прибавление. Прибавку, извиняюсь. Ну, что, в принципе, одно и то же. Просто мы больше привыкли говорить прибавку. Итак, что для этого нужно? Для этого нужно вода и кусочек черного хлеба. Если у вас есть статуя фортуны, можете поставить на алтарь, можете разложить красиво с украшениями, а можете просто провести. Каждый раз, открывая свой магазин, перед тем, как начать торговлю, или каждый раз утром просыпаясь, если вы работаете дома и работаете на себя, провести этот ритуал, и начнутся заказы. Вы поймите, что в современном мире магия тоже приспособлена к современности. Если раньше могли сглазить человека, подойдя к его лавке, да, то сейчас могут сглазить человека, увидев его товар в интернете. Почему бы нет? И вот на некоторое время просто денежная удача как бы отворачивается. Перестают приходить покупатели. Этот ритуал замечательно подходит для парикмахеров, для стилистов, для людей, которые шьют одежду, которые там клеят ногти, не знаю, ресницы и так далее, занимаются в индустрии красоты или моды. У вас станет больше клиентов. Настолько, что вам просто будет некогда заниматься собой.
И это замечательно. У вас будет выбор. Вы можете уже спокойно позволить себе кого-то принимать, кого-то нет. Вы не должны будете вынуждены брать всех подряд. Итак, начитать 6 раз на хлеб и воду. Хлеб съесть и воду выпить. Очень просто. Чем откупаться, в этом ритуале именно стандартного откупа не нужно. Вы откупаете своей радостной энергией, энергией удачи, радости, энергией счастья. Потому что когда у вас будет много покупателей и деньги, естественно, это все у вас пробудет радостную энергию. А этим питаются духи, которые дают удачу. Читаем 6 раз. О, великая фортуна, я приветствую тебя. Передо мной то, чем жив человек. Хлеб и вода. Собака воет, меня отвлекает. Мне нужно есть, мне нужно пить. Но я еще желаю богато жить. Поверни, фортуна, удачу с севера на юг, с запада на восток. Дай ей одну дорогу, да к моему порогу. А ты, безденежье, найди дорогу к змеиному утробу, в бездну, да в безродную пустыню. И там останься. А мой удел – богатая доля. А мне в злате, серебре жить. Деньги считать, не пересчитать. Тайным ключом замок закрываю. Ключ в океане море спрятала. Ключ, замок, язык заклято. Еще раз. О, великая фортуна, я приветствую тебя. Предо мной то, чем жив человек, хлеб и вода. Мне нужно есть, мне нужно пить. Но я еще желаю богато жить. Поверни, фортуна, удачу с севера на юг, с запада на восток. Дай ей одну дорогу, да к моему порогу. А ты, безденежье, найди дорогу к змеиному утробу. В бездну, да в безродную пустыню. И там останься. А мой удел – богатеть. Богатая доля, извиняюсь. А мне в золоте, в серебре жить. Деньги считать, не пересчитать. Тайным ключом замок закрываю, ключ в океане море спрятала. Ключ, замок, язык заклято. Я от усталости немножко слова где-то неправильно прочитаю. Разница в буквах. Это не страшно. Не в этом суть заговора. О, великая фортуна, я приветствую тебя. Предо мной то, чем жив человек, хлеб и вода. Мне нужно есть, мне нужно пить. Но я еще желаю богато жить. Поверни, фортуна, удачу с севера на юг, с запада на восток. Дай ей одну дорогу к моему порогу. А ты, безденежье, найди дорогу к змеиному утробу, в бездну, да в безродную пустыню. И там останься. А мой удел – богатая доля. А мне в злате серебре жить, деньги считать, не пересчитать. Тайным ключом замок закрыла, ключ в океане море спрятала. Ключ, замок, язык заклято. Начитывайте 6 раз. Хлеб съедайте и воду выпивайте. И у вас тут же появятся клиенты, которых давно не было слышно. Всем удачи. Живите богато и в достатке.